Российские автомобилисты постепенно теряют интерес к автомобилям, завозимым в страну неофициально через параллельный импорт, и переключаются на автомобили, которые продаются официально через дилеров. Параллельный импорт автомобилей был разрешен в России в 2022 году, что позволило сохранить возможность покупки автомобилей таких марок, как Toyota, Mercedes, BMW, Hyundai и других, которые покинули российский рынок. Автомобили завозят из Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и других стран. И иногда им приходится преодолевать несколько стран, прежде чем они достигают России, что в итоге сказывается на их конечной цене для покупателя. Машины, привезенные через параллельный импорт, стоят дорого из-за утилизационного сбора, таможенных пошлин, логистических издержек и высокой наценки продавцов. Ранее дилеры отмечали, что для того, чтобы поставка таких автомобилей была выгодной, необходимо зарабатывать на каждой машине как минимум 1 000 000 рублей. При таком подходе к поставкам дешевые автомобили через параллельный импорт в России практически отсутствуют. Машины продаются по свободным ценам, и их конечная стоимость напрямую зависит от региона и жадности продавца. Разница в цене на один и тот же автомобиль может достигать 30-35%. Ввести дешевые автомобили в Россию невыгодно, так как после уплаты утилизационного сбора, таможенных пошлин, установки системы ГЛОНАСС, транспортных издержек и комиссии продавца, недорогие автомобили становятся в России небюджетными. Если даже на заводе лакокрасочный слой ложится неравномерно, то что сейчас можно говорить про автомобили, привезенные в Россию через 3-4 страны? Не вовремя обнаруженные проблемы с кузовом могут обойтись очень дорого. Ремонт даже самой небольшой детали кузова вместе с покраской начинается от 10 тысяч рублей и выше. Не говоря уже о том, что любой кузовной ремонт значительно снижает цену автомобиля при продаже. Отличный способ проверить состояние кузова автомобиля самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних компаний, это измеритель толщины покрытий Car-Sys Автоподбор. Сделано в России, город Омск. Работает по черным и цветным металлам. Распознает специальную магнитную шпаклевку, а также имеет индикатор цинка. Если на автомобиль поставили неоригинальную деталь, вы об этом узнаете. Диапазон измерений до 3500 микрон. Скорость измерения всего 0,4 секунды в турборежиме. Имеется функция автокалибровки, а также пожизненная гарантия и поддержка на русском языке. И что самое интересное, сейчас на Озон любой из толщиномеров от Car-Sys можно приобрести с хорошей скидкой. Если не знаете, что подарить мужчине, это отличный подарок. За последний год неофициальные поставки автомобилей ушедших марок в Россию снизились, поскольку автомобилисты потеряли к ним интерес из-за завышенных цен. Автомобильный рынок России за эти 2 года сумел перестроиться, адаптироваться к новым условиям и переключиться на новые марки автомобилей. Китайские автопроизводители за 2 года вывели на российский рынок множество новых автомобилей и брендов. Статистика продаж показывает, что многие китайские марки успешно закрепляются на рынке, и их продажи растут. Автосалоны китайских марок за последние 2 года открываются повсеместно, тогда как дилерские центры ушедших брендов закрываются. На дорогах все чаще можно увидеть новые китайские автомобили, и их количество продолжает увеличиваться. На стоянках в России находятся тысячи автомобилей, завезенных неофициально. По оценкам экспертов, их хватит на несколько лет. Автомобилисты начинают оценивать китайские автомобили и охотно их покупают, несмотря на то, что они не дешевые, но на них хотя бы предоставляется официальная гарантия. Лада также продолжает лидировать по продажам в России, особенно модель Гранта, которую покупают чаще всего из-за отсутствия средств на более комфортный автомобиль. Серые продавцы постепенно перестраиваются на продажу китайских автомобилей, и в салонах неофициальных дилеров все чаще можно увидеть китайские машины. Некоторые из них официально не продаются в России, а другие стоят дешевле аналогов у официальных дилеров. В итоге автомобили марок, покинувших российский рынок, теряют актуальность среди автомобилистов из-за высокой стоимости, отсутствия гарантии и устаревших моделей на фоне новых китайских машин. Если бы цены были адекватными, продажи могли бы расти, но из-за жадности продавцов, таможенных пошлин и повышенных утилизационных сборов это невозможно. Вместо того, чтобы поддерживать автомобилистов и снижать утилизационные сборы и пошлины, было принято решение поддержать АвтоВАЗ, сделав иномарки и еще дороже. Еще и ставки по кредитам подняли. А на чем ездите вы сейчас? Напишите, пожалуйста, в комментариях.